Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале вязания. Сегодня мы вяжем ажурный узор спицами. Очень красивый, очень простой в исполнении и очень-очень эффектный. Таким узором можно связать паутинки, шарфы, шали, палантины, какие-то летние изделия. Этот узор будет потрясающе смотреться в любом виде пряжи с любым составом. Главное подобрать для него подходящий инструмент для работы. Очень красивый, простой в исполнении. Изнаночная сторона достаточно простая, но очень аккуратно. И для двусторонних изделий, в двусторонних изделиях будет смотреться тоже неплохо. Например, шарфы. Похожие узоры есть на моем первом канале о вязании. Я оставлю ссылки на них, но небольшое отличие в вязании все-таки есть. Поэтому из этих трех узоров вы можете выбрать один наиболее интересный, наиболее подходящий для вас. Так выглядят элементы поближе. В виде шишечек, горошинок, ежевичек. Раппорт узора составляет 4 плюс 2 кромочные и 4 ряда в высоту. Для образца я наберу 12 петель на основной узор плюс 2 кромочные. Итого 14 петель. Набираю на 2 спицы, как обычно, обычным способом. Вы набираете тем способом, которым вам больше нравится. Итак, образец из 14 петель. Одну спицу убираю. И узор мы вяжем с первого ряда, то есть здесь нет никаких подготовительных рядов. Единственное, что вы можете связать для своего изделия, например, резинку, либо какие-то подготовительные ряды, для того, чтобы край был, может быть, более интересный. Итак, начинаю вязать с первого ряда. Первую кромочную я, как всегда, вяжу лицевой петлей. Подтянули, чтобы край у нас не расходился, не растягивался. Итак, из 3 петель последующих мы вяжем одну изнаночную. Из 3 одна изнаночная. Скинули. Следующую мы вяжем из 1 3. Таким образом, за переднюю стенку лицевая, не скидываем эту петлю с левой спицы, за заднюю стенку лицевая и снова за переднюю стенку лицевая, то есть из 1 3, скинули. Из 3 петель одна изнаночная, скинули. Из 1 петли 3 лицевых, за переднюю, за заднюю и снова за переднюю. И все повторяем. Из 3 одна изнаночная, скинули, и из последней петли мы вяжем из 1 3 лицевых. 1 лицевая за переднюю стенку, за заднюю стенку и снова за переднюю стенку. Скинули, кромочная, изнаночная, либо лицевой, как вы привыкли. Первый ряд готов. Второй ряд очень простой. Итак, второй ряд. Кромочную мы снимаем. Далее у нас идут 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. И из пучка, где мы сокращали из 3 одну делали изнаночную, мы вяжем 1 лицевую. Снова 3 изнаночных. 1, 2, 3. 1 лицевая. 3 изнаночных и 1 лицевая, кромочная. Второй ряд у нас провязан. Далее третий ряд. Кромочную сняли. И сейчас мы делаем смещение. То есть узор у нас находится, располагается как бы в шахматном порядке. Из 1 петли мы вяжем сейчас 3 лицевых. Лицевая за переднюю, лицевая за заднюю стенку, лицевая за переднюю. Скинули. Далее из 3 петель мы вяжем 1 изнаночную
за передние стенки, то есть за те стенки, которые лежат у нас сейчас просто перед нами. То есть мы не разворачиваем петли. Изнаночная, скинули. Далее из одной петли мы вяжем 3 лицевых, раз, за переднюю, за заднюю стенку, за переднюю, скинули. Из 3 петель вяжем 1 изнаночную, также за передние стенки, и повторяем. Заканчиваем ряд 1 изнаночной петлей, которую мы вывязываем из 3 петель. Потянули и кромочную. Третий ряд провязан. И 4-й ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Далее идет у нас 1 лицевая, 3 изнаночных, раз, 2, 3, 1 лицевая, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, кромочная. Обратите внимание, что узор у нас образуется на изнаночной стороне. И вяжем второй раппорт. Кромочную мы снимаем. Далее из 3 петель мы вывязываем 1 изнаночную. То есть у нас в предыдущем ряду образовались 3 лицевые петли. Из 3 лицевых мы вяжем 1 изнаночную за передние левые стенки. Готово. Из 1 изнаночной мы вяжем 3 лицевых, раз, за заднюю и за переднюю, скинули. И так до конца ряда. Узор вяжется быстро, запоминается тоже очень быстро, то есть вы по узору видите уже, где вам нужно сделать смещение в шахматном порядке, поэтому никаких сложностей при вязании крупных изделий у вас не будет. Достаточно сложно ошибиться, хотя кажется вроде бы такой узор замысловатый. Все, первый ряд раппорта провязан. Далее смотрим по узору. Кромочную сняли. Далее у нас идет 3 стройные петли, значит мы вяжем 3 изнаночные. Раз, 2, 3. Далее идет у нас 1 петля, то есть вот оно как бы с прошлого ряда мы эти петли убавляли, из 3 делали 1, значит здесь мы вяжем лицевую. 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных и заканчиваем 1 лицевой, кромочной. Далее делаем смещение наших вот этих вот выпуклостей, вот они с изнаночной стороны, смещение вот этих вот частей узора. Кромочную сняли, и здесь тоже очень хорошо видно, где что нужно нам вывязать. У нас идет 1 изнаночная петля, из нее мы, значит, вяжем 3 лицевых, раз, за заднюю и снова за переднюю. Далее идут у нас 3 лицевые, значит мы вяжем 1 изнаночную из 3. Снова у нас идет изнаночная, значит мы вяжем 3 лицевые, 1 за переднюю, 1 за заднюю стенку и 3 за переднюю. Снова скинули, снова изнаночная из 3. То есть я даже не смотрю какие-то подсказки. Узор запоминается очень быстро. Кромочная. Узор вяжется очень быстро и просто. Узор из пушистой пряжи, узор из гладкой пряжи. В обоих вот этих пряжах узор смотрится по-своему интересно. Идеальный узор для вязания джемперов, либо какой-то детали джемпера, например, рукавов, либо наоборот тела.
изделия, шарфов и так далее. Если это видео вам было интересным и полезным, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!